Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео я покажу вам пример меню на день сразу на пару, то есть для мужчины и женщины, потому что предыдущее подобное видео вам очень понравилось. У нас будет 4 приема пищи, то есть это будут одинаковые блюда, но в разной пропорции, то есть размер порции будет отличаться, естественно, и меню, как обычно, вкусное, простое и сбалансированное. Но перед тем, как мы начнем, я напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, а также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск нових відео. Ну а також, якщо ви з України, підписуйтесь обов'язково на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А ще підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал, якщо бажаєте познайомитися зі мною ближче. Итак, на завтрак приготовим яичницу. Одно яйцо будет у нас для нее и 2 для него. Я готовлю на сковороде, слегка смазанной маслом на среднем огне, некоторое время под закрытой крышкой, ну а затем крышку снимаю и уже довожу до готовности. Так как мой муж не любит яичницу с жидким желтком, я ему переворачиваю, чтобы обжарилась и с обратной стороны, а себе уже забираю со сковороды такое яйцо. Также нам понадобится твердый сыр на закуску, его я просто решила нарезать кубиками. Из овощей в этот раз использую сладкий перец, в принципе свежие овощи. Это то, что не будет лишним к любому приему пищи, и овощи можно выбирать на свой вкус в зависимости от сезона и своих предпочтений. Ну а теперь собираем все вместе. Также возьму цельнозерновой хлеб. Хлеб выбираю такой, чтобы он был бездрожжевой и изготовлен из цельной муки. Слегка подсушу его на сковороде, чтобы он был хрустящим с обеих сторон. Для меня 1 ломтик это 40 грамм, а для мужа 80 грамм, то есть 2 ломтика, но они чуть меньше, чем мой получились. Я дополняю это все зеленью, у меня это микрогрин и кинза, также немного соли и перца к яйцам. И сейчас подумала, что сыр нужно было мне нарезать тонкими такими ломтиками и выложить на разогретый хлеб, чтобы получились горячие бутерброды. Так было бы тоже очень вкусно, а суть осталась бы та же самая. Но получилось уже как есть. Так, в принципе, тоже было довольно вкусно. Яичницу я положила на тосты. Как вы уже могли догадаться, это меню одного из дней из моей новой программы питания, которая так и называется «Для нее и для него». Там представлены вкусные, сбалансированные приемы пищи, также там много рецептов, а также прописана более простая альтернатива, чем можно заменить более сложные блюда на случай, когда некогда готовить. С этим меню вы сможете придерживаться правильного питания вместе со своей второй половинкой. Это гораздо легче, потому что не придется готовить себе отдельно, а мужу отдельно, а также меньше вероятность того, что вы сорветесь, когда муж, например, будет есть какую-то вкусняшку, потому что не придерживается правильного питания. Да и худеть всегда гораздо легче, когда есть близкий человек, единомышленник, который тебя поддерживает. А также это меню можно приобрести отдельно, как и женскую версию, так и мужскую. В общем, кому интересно, все ссылочки оставляю для вас в описании под видео. Итак, на перекус себе буду готовить зеленый смузи, но так как мой муж его не очень любит, ему буду готовить как раз замену. У меня это 30 грамм шпината для смузи, 1 банан, 15 грамм кешью, пол столовой ложки семечек льна и пол столовой ложки семечек тыквы, также 100 грамм сельдерея, стеблей. И добавляю сюда воду и перебиваю просто блендером. Я уже этот рецепт, наверное, несколько раз вам точно показывала, это один из моих любимых рецептов смузи. Но если смузи не хочется или нет возможности его приготовить, вот хорошая альтернатива, практически все те же ингредиенты, только в целом виде. Можно, кстати, яблоко использовать 2 штуки. Переходим к приготовлению обеда. Тут у нас будет шаурма, и опять же в меню есть более простой вариант, если нет возможности и времени готовить. Но у меня время на готовку есть, поэтому сейчас покажу вам новый, вкусный, простой и быстрый способ, как приготовить куриное филе, чтобы оно было очень сочным и при этом полезным. Я его разрезала вот так, чтобы оно было потоньше, то есть можно даже слегка отбить, что-то наподобие среднее между обычным филе и отбитым на отбивные. Беру лист пергамента, сложила его вдвое и теперь добавляю на него немножко масла, можно кисточкой нанести, если нету распылителя. И теперь посыпаю специями. Специи можете взять любые для курицы, которые вам нравятся, главное, чтобы в составе не было соли, усилителей вкуса и состав был натуральный. Филе я посолила отдельно и теперь просто складываем в этот конверт. Точно так же делаю со вторым кусочком.
Ну а теперь просто выкладываю это все на разогретую сковороду, ничего больше на нее не добавляю. Готовлю на огне чуть больше среднего под закрытой крышкой. Примерно 7 минут с одной стороны, затем переворачиваю и довожу до готовности еще около 5 минут с обратной стороны. Если начинает подгорать, то добавляем немножко воды, вот так вот буквально несколько капель, и она тогда будет у нас готовиться на пару. В результате у нас получается очень вкусное, ароматное и, самое главное, просто невероятно сочное мясо. Но я тем временем нарезала овощи, которые мне понадобятся для шаурмы. Я взяла капусту, помидор и огурчик. Все нарезаю соломкой. Овощи, кстати, можно взять на свой вкус. Например, вместо капусты можно взять листья салата. Ну а теперь приготовим соус. 2 столовые ложки сметаны 15% жирности и 1 столовая ложка томатного пюре. Либо же можно использовать томатную пасту. Перемешиваем до однородности, и на этом соус готов. Курочку нарезаем тоже мелкими кусочками. Но сейчас очень хорошо видно, какая она сочная. Далее нам понадобится лаваш. Я взяла цельнозерновой лаваш, конечно же, лучше использовать его, но если нету, то возьмите обычный. Так как для одной шаурмы мне надо 100 грамм лаваша, но у меня он был кусочками по 50 грамм, я вот так вот сложила его вдвое. Смазала соусом, выкладываю сверху овощи, далее сверху выкладываю мясо. И, честно говоря, думала, что сложный таким образом лаваш будет очень сложно завернуть, и он развалится, но, на мое удивление, оказалось наоборот, что он более устойчив и лучше держит форму, чем в обычном варианте, когда лаваш у меня в один слой. Поэтому точно так же я собираю вторую шаурму. Первая была для меня, там курицы я положила 80 грамм уже в готовом виде. Для мужской версии я положу больше, 120 грамм. В принципе, овощей тоже тут немножко больше, но я их уже выкладывала на глаз, не взвешивая отдельно. Но все равно логично, что мужская версия у нас должна быть немножко больше и сытнее. Но осталось только слегка подсушить на гриле, чтобы были красивые полосочки и шаурма была теплой внутри. Буквально пару минут, и вот она готова. Конечно же, такая шаурма намного полезнее, чем та, которая продается в киосках, поэтому почему бы и нет. Тем более мы адаптировали ее под правильное питание. На ужин у нас прописана рыба, но ситуация такая, что мой муж не ест рыбу, поэтому рыба будет у меня, а у него как раз будут куриные бедрышки, которые у нас прописаны на такой случай в качестве альтернативы. Но я приготовлю сразу 2 кусочка, потому что кроме меня рыбу будет есть еще сын. Ну а так я себе отмерила как раз 200 грамм, вот этот один кусочек, это 200 грамм. Запекаю в духовке, я просто посыпала ее солью и специями. Бедрышки точно так же посыпаю солью и специями для курицы и буду выпекать в аэрогриле. Так как вечером я, честно говоря, после тренировки не очень люблю готовить, мне уже хочется скорее отдыхать, ужины я готовлю максимально простые. Поэтому также приготовила замороженную смесь овощей, она 10 минут у меня готовилась под закрытой крышкой на среднем огне, и в конце я просто добавляю к ней итальянские травы, сушеный чеснок и немного соли. Вот теперь условно разделила ее на 2 порции. Рыба пеклась на 15 минут при температуре 180 градусов. Теперь все готово, можно собирать порционы. Я еще добавила свежих овощей и зелени, чтобы было побольше клетчатки. Точно так же в такой же пропорции собираем и мужскую версию, но количество овощей тут побольше. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим роликом. Ну а также напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.